Сталкер на телефон. Как много слов было сказано по этой теме, сколько роликов было записано. Даже я недавно записывал ролик про тогда еще актуальный Project Stalker. Стоп, когда это было? 5 лет назад? Воу, вот это время летит. А ведь до недавних пор этот ролик был самым просматриваемым на моем канале. Ну, не считая, конечно, обзора конструктора. Но как бы то ни было, с вами, как всегда, Вульф, и сегодня мы поговорим про Stalker Mobile. И да, стоит сразу уточнить, в этом ролике будет очень много моих воспоминаний и историй, связанных с Stalker Mobile и со всем, что с ним связано. Потому что объективно про саму игру говорить особо нечего. Итак, эта история берет свое начало где-то в 2014-2015 годах. Скорее всего, даже в 2014. Сейчас, если вы поищете инфу по теме Stalker на телефон, то найдете кучу разных проектов, пытающихся перенести нашу любимую игру на мобильное устройство. А тогда можно было найти только старый билд Project Stalker. Если не ошибаюсь, это был билд 1.0. Да-да, тот самый билд, на который выходил обзор на канале Mob.ua. В этом билде можно было лишь прогуляться по кордону и пострелять из пистолета Макарова с глушителем по пёселям. Также можно было найти еще более ранний билд, который, как я помню, назывался Terrain. Ну, там функций было еще меньше, можно было как раз оценить террейн локации, на которой даже не было построек. Так вот, однажды я искал инфу по мобильному сталкеру, а было это еще до выхода билда 1.5 Project Stalker, так что никакой официальной новой инфы от разрабов быть не могло. Но я все равно усердно искал и нашел какой-то левый сайт, где был тот же самый пресловутый билд 1.0, но там был, во-первых, скриншот, который я уже не смог найти, но это скриншот еще более ранней версии Project Stalker. Там был чуточку другой HUD, и там был у главного героя Глок, и кровосос также на скриншоте присутствовал. Если вы знаете, где можно скачать данный билд, то напишите, потому что, по крайней мере, в группе Project Stalker я видел только, видеоматериалы, а скачать данный билд я не смог. Но помимо скрина, там был также и трейлер. Конечно, к Project Stalker он не имел никакого отношения. Это был самый настоящий сталкер. Графика, конечно, на тот момент была уже не очень, но весь функционал соответствовал БК-версии. Локации были похожи, и оружие с NPC тоже. Особенно меня впечатлил фрагмент с Припятью, уж очень красиво выглядела эта локация. Ну, после такого сразу же стал искать инфу по некоему Stalker Mobile. И узнал, что есть такая игра, и она официально выходила на Java телефонах, в том же году, что и Stalker Тени Чернобыля. Узнав, что игра сделана под Java, я сразу же попробовал установить ее на свой Nokia, но игра на нем не запустилась. Как я уже выяснил через некоторое время, игра выходила для специальных устройств, поддерживающих 3D-графику, а в моем телефоне таких функций не было. Потом я попробовал поискать версию для Android, и нашел АПКшник, в котором одним из условий, которые прописываются при установке, было взимание средств. Ну, я-то не дурак, я уже один раз купился на подобную уловку. Благо, тогда все обошлось, и у меня на устройстве просто было приложение, которое нельзя было запустить, и оно занимало место. Ну и я на какое-то время решил забыть о данной игре, все равно ж поиграть не получится. И продлилось это до примерно 2017 года, когда я узнал о существовании эмулятора J2Me. Это эмулятор Java для Android девайсов. Но приложение было настолько старое, что на современных устройствах оно банально не запускалось. Но у меня на тот момент был Samsung Galaxy Ice с Android версии 2.3. На нем я смог запустить этот эмулятор, но Stalker Mobile на нем я поиграть не смог. Приложение выдавало ошибку. Видимо, как раз таки из-за того самого 3D. Был еще один вариант. Скачать эмулятор PSP, в него накатить эмулятор Java и уже на нем запустить Stalker. Но у меня тогда ничего не вышло. И даже когда у меня появилась PSP, я попробовал на ней запустить Stalker Mobile, но опять-таки ничего не вышло. Ну и я забыл об игре еще на какое-то время, а именно до лета 2019 года. Тогда я снова вернулся к серии Stalker. Тогда я начал собирать книги и решил пройти Stalker Чистое Небо. Ну, собственно говоря, сделал это. И совершенно случайно на YouTube я увидел ролик с запуском Stalker Mobile на Android через эмулятор J2Me. Да-да, тот самый J2Me. Как выяснилось, к этому времени вышла новая версия эмулятора с поддержкой огромного количества устройств.
Ну и я скачал эмулятор. Его абсолютно бесплатно можно скачать в Google Play. И затем я скачал сам Stalker Mobile, и он запустился. Правда, я сначала скачал английскую версию, но русскую версию найти тоже было не проблемой. И уже после того, как я скачал русскую версию, я начал проходить игру. И я ее уже прошел где-то через пару часов. В итоге, я ее на данный момент прошел где-то 4 раза, может даже 5. Я думал, что в игре 2 концовки, и у меня неправильная, и поэтому я пытался ее как-то иначе перепройти, чтобы выбить истинную концовку. Но концовка в игре одна. И так что давайте я вам вкратце перескажу сюжет, ибо он, достаточно короткий. Сюжетная игра является приквелом «Чистого неба». Главным героем является стрелок, который со служивцами на военном вертолете отправляется в зону. Но попав под выброс, вертолет терпит крушение. В итоге в живых остаются только главный герой и командир экипажа Кэп. И стрелок отправляется на его поиски, попутно выполняя различные поручения простых сталкеров по типу найди артефакт, перебей бандюков, стандартные, по сути, задания из трилогии Сталкер. Когда главный герой находит Кэпа, тот находится при смерти, и последними его словами было поручение ликвидировать некоего ученого Маяковского, который попал в плен к наемникам. Мы спасаем профессора, и он рассказывает нам о том, что мир под угрозой, зона опаснее, чем кажется, и надо продолжать исследование. Иначе зона расширится, и нам всем конец. Мы верим профессору на слово и по его просьбе ищем некого ассистента Кайзан. Не находим мы его в баре. И по его поручению ищем вторую группу экологов. Перебив наемников, узнаем, что из всей группы выжил только Кобальт. Вместе с ним мы идем на Росток и обнаруживаем следы перестрелки. Разделившись, герои начинают искать выживших, и стрелок находит раненого Кайзановского, который говорит нам, что зона растет, и просит передать флешку с данными по исследованию в хорошие руки. И выходя из здания, мы обнаруживаем, что Кобальт нас кинул, и вместе с группой наймитов он открывает по нам огонь и в итоге забирает флешку. Вот такой вот конец. Или же все-таки нет? Вот в этом-то и суть. Я 3 раза, проходя игру, делал одну огромную ошибку. Я скипал все диалоги. И думал, что это все. И то, что я просто делаю что-то не так, и должна быть какая-то альтернативная концовка, потому что, стрелок не может погибнуть. Но, пройдя 4-й раз и прочитав все диалоги, выяснил, что после ролика появляется текст, который нам говорит, что стрелок не погиб, его нашел призрак, да-да, тот самый. Он предлагает нам уйти из зоны, но стрелок отказывается под предлогом, будто бы его живучесть — это не случайность, и зона его выбрала. И стрелок остается исследовать тайны зоны. Вот такой вот у игры незамысловатый сюжет. Но мне игра очень даже понравилась. Хоть и трейлер очень сильно пытается нас обмануть своими плавными анимациями, звуками стрельбы и красивой Припятью, которой, как оказалось, в релизной версии нет. Как, собственно говоря, и звуков, и анимаций. Единственные, кстати, звуки, которые в игре присутствуют, это музыка в главном меню. А так, звукового сопровождения в игре абсолютно нет. А насчет плавных анимаций, просто игра, скорее всего, на тот момент была не готова до конца, и они просто-напросто нарисовали этот трейлер. Это я говорю, кстати, про английский трейлер, потому что русский трейлер релизный, это, по сути, является геймплейный ролик. А вот английский трейлер, он прям выглядит очень круто. И я, кстати, про него как раз-таки вам говорил. И при просмотре трейлера может сложиться впечатление, будто игрок самостоятельно может перемещаться по локации. То есть, как, собственно говоря, и в оригинальном Сталкере. Но, как оказалось, такой функции в игре нет. Перемещаемся мы при помощи нажатия в соответствующем направлении, а свободного перемещения в игре нет. Это, в принципе, логично объясняется тем, что тогда реализовать такое на кнопочных телефонах было невозможно. А сейчас, к сожалению, делать качественные игры для телефонов никто не хочет, потому что это не прибыльно. Прибыльнее делать фри-то-плейное говно и всовывать туда кучу доната. Это, конечно, очень печально, но, в принципе, есть надежда, что вместе со Stalker 2 выйдет очередной какой-нибудь спин-офф для других устройств. Как, собственно говоря, кстати, и планировался Stalker Portable для PSP, от которого, по сути, ничего, в принципе, не осталось, все данные утеряны. И единственное, что можно о нем узнать, это, по-моему, кто-то выкладывал локацию стартовую.
Вот. Ну, кстати, я бы не отказался бы от портативного сталкера для PSP. Вот, если бы он был примерно вот как Stalker Mobile, тоже линейный, конечно, с ограниченным функционалом, без открытого мира даже пускай. Просто линейный шутер. Ну, по крайней мере, там должна была быть явно возможность свободно перемещаться по локации. Вот от такого бы сталкера я тоже не отказался. Но, к сожалению, чего нет, того нет. Ну и нам остается надеяться только на лучшее, надеяться, что Stalker 2 выйдет когда-нибудь. Ну, может быть, потом еще что-нибудь будет по Сталкеру. Если вы заинтересовались, то можете и сами скачать данную игру и пройти ее. На данный момент из всех вариаций мобильного Сталкера, Stalker Mobile это, наверное, самый лучший вариант, потому что, ну, Project Stalker, он как бы мертв. Последняя версия 1.7.5. Ну, она, конечно, качественная, и, в принципе, если не считать Stalker Mobile, то в целом из всех вот этих вот попыток перенести Stalker на Android, это самый качественный проект. Но, как ни крути, обновлений для него теперь больше нет. Ну и функционал там, скажем так, ограничен. А новый проект Stalker Shadow of Chernobyl Mobile Edition пока что разрабатывается в медленном довольно-таки темпе. Ну и когда-нибудь, возможно, он тоже выйдет, если проблем с издателем GC Game World не возникнет. А если вам понравился ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте об этом ролике друзьям. С вами был Вульф, всем удачи и до скорых встреч!